Девочки, всем привет! Сейчас я подключу наушники. Здравствуйте, здравствуйте, девчонки. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо, хорошо ли вообще в принципе картинка. Если у вас плохое качество видео, то, пожалуйста, в правом верхнем углу нажмите на 3 точки, и там можно будет поменять настройки изображения. То есть там выберите другое и уже там параметры. Девчонки, я вас рада всех видеть. Сегодня у нас такая тема, как нестандартный стемпинг. Я сегодня покажу вам одну новую, скажем так, технику в стемпинге. Покажу лайфхаки, такие разные. Подготовила различные материалы. Мы сегодня с вами будем работать без лаков для стемпинга, то есть лаки для стемпинга я использовать не буду сегодня. Конечно, пластины для стемпинга, штампик нам понадобится, но лаки для стемпинга использовать не буду. Я подготовила, ну, то есть, как бы и акварельные краски, и пигменты, соответственно, да, то есть и акварельные капли, и маркеры, да, то есть мы будем работать с вами сегодня различными пигментами, только не лаками для стемпинга. Что из этого может получиться, то есть сами посмотрите, мы с вами в прямом эфире все это сделаем. Так как это прямой эфир, сами понимаете, тут много что может произойти в прямом эфире. Вот. Ну и в любом случае, я думаю, будет интересно. Почему? Потому что сегодня я вам покажу еще одну такую технику работы с пигментами, да, то есть именно в стемпинге. Все мы знаем, что вот на подушечку наносят пигменты и потом, значит, там лаком отпечатывают рисунок на штамп, и у нас получается такой рисунок с пигментами. Но я, как говорила, в одном из, ну, наверное, не сам рисунок не виден и, соответственно, как его отпечатывать. Ну вот сегодня покажу вам немножко другую технику, как можно еще работать с пигментами. Так, я уберу просто лишние провода. Я думаю, что если у вас будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте эти вопросы в процессе трансляции. Я обязательно на них в конце трансляции отвечу. Ну и так вообще как бы пишите, девчонки. Елена Мюнкин. Здравствуй, Леночка. Здравствуй, почитаю просто, ну так вот в начале у Леночки свой канал. Я думаю, девочки, которые сейчас в прямом эфире, знают уже об этом. Наталья Белорукова. Здравствуйте, здравствуйте, Наташ. Марафет наводит, ну, конечно, да. Марафет тут на столе просто такой бардак, просто капец. Так, девчонки, да, всем привет. Ну и что, я, значит, переключаю камеру, устанавливаю свой штатив, переключу камеру, и мы с вами начнем. Так, сейчас, одну секундочку. Таким образом, вот так, думаю, будет видно, да? Лампу сейчас поправлю. Вот так вот. Видно, да? Видно, слышно. Как у вас с погодой? У нас что-то прям сегодня весь день как-то пасмурно, понятное дело. Уже скоро зима. Ну вот прям совсем не хочется. Хочется лета какого-нибудь. Хоть какого, но лето. Зимы не хочется. Итак, с чего мне хотелось бы начать? У меня будет сегодня в ходу только 2 пластины. Так, у нас, значит, так будет отсвечивать. Окей, вот так вот, наверное. Все равно, да? Сейчас, одну минутку, девчонки. Вот так, наверное. Вот так вот будет видно, да?
Сейчас. А то иначе отсвечивает. Сегодня в ходу будет 2 пластины только. Это тоже у меня видео есть на канале. Там, я не знаю, 3 года назад, когда первый раз я показала вот эту технику работы с маркерами. Тогда было очень много вопросов, какие маркеры использовать. На самом деле можно использовать абсолютно любые маркеры. Можно использовать перманентные маркеры, ну, я не знаю, вот такие вот текстовые маркеры. Самое главное, это то, чтобы у этих маркеров была хорошая пигментация. Сегодня я сейчас тоже вот покажу. То есть есть маркеры прям вот очень пигментированные, есть не пигментированные. Фломастеры, да, тоже можно использовать обычные фломастеры, которыми рисуют дети, но у них, как правило, они бывают там на водной основе, на спиртовой основе, вообще без разницы. Самое главное это пигмент, который находится, собственно, в этих фломастерах, маркерах или еще что-то, да, то есть самое главное это пигмент. Конечно, в перманентных маркерах пигмента, скажем так, побольше. Вот в этих текстовых маркерах, ну, не во всех, скажем так, пигменты, прям вот много пигмента. Тем не менее, все они подходят. Единственный момент это то, что добиться какого-то вот именно ну вот хорошей пигментации, вот здесь вот немножко, да, сложность в этом. Итак, возьмем вот такой вот рисунок какой-нибудь на этой пластине. Именно давайте возьмем с тонкими линиями. Вот эти вот перманентные маркеры, они довольно пигментированные. Я просто покажу и как работать с тонкими линиями, и как работать с какими-то полыми рисунками. Вот, закрашиваем прям рисунок на пластине. Давайте возьмем еще какой-нибудь цвет. Вот, например, вот такой вот с желтыми цветами, прям вообще засада, потому что желтые, они все, в принципе, маркеры, ну, слабо пигментированы. Единственный вот этот вот маркер я брала в магазине, он более-менее такой еще, ну, пигмент, скажем так, есть. И возьмем вот красный, просто без разницы на самом деле, чем эта техника хороша, это то, что, в принципе, не нужно, как, можно даже точечно раскрасить рисунок. Я буду использовать обычный лак. Ну, то есть это не лаки для стемпинга, это самый что ни на есть обычный лак. У меня есть от фирмы, вы будете использовать белый лак. Ну, то есть это обычные лаки, то есть совсем не для стемпинга даже. Нанесли, наносим лак. Вот эти лаки, они сохнут не так быстро, как лаки для стемпинга. Соответственно, здесь особо торопиться и не нужно. Фломастеры довольно быстро засыхают на пластине. И вот таким образом поставьте какую-нибудь бумажку рядом с собой, чтобы вот очищать кисточку, потому что кисточка все-таки пачкается. Да, вот так вот почистили, убрали. И теперь, значит, отпечатываем этот рисунок. Вот такой вот рисунок у нас получается, так как мы использовали в данном случае, вот видите, желтый, ну вот он прям совсем какой-то не желтый, так как мы отпечатывали с белым лаком для стемпинга, соответственно, у нас пигмент немножко смешался, белый пигмент смешался с другими пигментами, то есть цвета стали, скажем, разбеленные, да, и в принципе они, ну, довольно неплохо, на мой взгляд, вот, например, синий, он синий, да, вот красный, вот здесь вот он прям вот красный. Ну вот желтый, да, подкачал, но это, в принципе, проблема многих желтых. А так вот, видите, рисунок виден, и он четко отпечатан, то есть тонкие линии, все отлично отпечатывается. При этом, говорю, мы использовали обычный лак, не для стемпинга. Так, дальше, сейчас очищу штампик сразу. В чем прелесть этого способа? Так, наверное, мы просто другой рисунок возьмем. Покажу такой момент. Давайте возьмем какой-то такой вот цвета, чтобы вот прям
Давайте, например, вот мы хотим, чтобы у нас вот этот элемент был зеленый. То есть вот вы видите, вы прям вот можно каждый листочек задеть. Мгм. Да, вот каждый листочек закрасить. Мы хотим, чтобы это у нас было зеленым. А, например, а, ну, я возьму, так, какой вот желтый, конечно, тут не возьмешь. Давайте я возьму вот этот вот оранжевый. Например, вот эта часть я хочу, чтобы она была оранжевая. А вот эта, например, часть я хочу, чтобы она была желтая. Вот так вот. Берем также обычный лак. Так, берем обычный лак. И вот смотрите, я сейчас, в принципе, могу даже отпечатывать, ну, вот сверху вниз. Еще такой момент. Нужно подождать, пока лак немного как сказать, немного растворит сам пигмент. Да, соответственно, снимаем, отпечатываем. Так, сейчас еще один типс возьму. И отпечатываем. Вот, то есть нужно немного подождать, пока лак, белый лак, немного подрастворит вот этот вот сам пигмент. И, соответственно, у нас получается, вот сверху у нас оранжевый, ну, потом вот идет какой-никакой желтый и снизу зеленый. То есть таким образом мы можем точечно раскрасить рисунок. Например, это если цветы, и в рисунке присутствуют и цветы, например, и листочки. То есть мы цветочки закрашиваем, например, красным, листья раскрашиваем зеленым, и, соответственно, таким образом у нас будет вот именно при отпечатывании у нас цветочки будут красными, а листочки будут зелеными. Да, вот такой вот вариант. Давайте вот мы, наверное, вот этот вот еще сделаем способ. То есть вот так. Такой вариант. Вот, например, у нас есть цветок, да, вот этот взять или вот этот посередине. Ну, давайте вот этот возьмем. Вот у нас есть цветочек, и вот давайте мы его раскрасим красным. Так как это маркер, им очень легко точечно раскрасить. Прям вот каждый элемент тот, который нужен. Это я рассказываю, потому что в следующих техниках это тоже применимо. Поэтому сейчас вот я расскажу самое основное. Так, это слабый пигмент у зеленого. И возьмем вот так вот зеленый. Ну, он такой какой-то зелено-голубой, наверное. Вот так вот раскрасили. Ну, тут типа у нас листочки. Угу. Таким образом. Все, раскрасили. То есть цветочек у нас находится, в принципе, ну, как будто бы по центру. Берем лак. Так, вот давайте, например, проверим, да, чтобы... В принципе, вот, пигмент, он уже высох. Ну, то есть маркеры, они довольно быстро засыхают на пластине для стемпинга. Обычный лак берем и отпечатываем. Наносим прям на всю поверхность. Не забываем после каждого этого очищать кисть о салфетку. Я просто делаю это за кадром, но как бы показала, да, вот как один раз в кадре показала. Немного ждем, пока это все дело немножко подрастворится, то есть пигмент немного растворится. Обычный лак, он сохнет дольше, поэтому это не пигментированный, да, то есть лак для стемпинга. И давайте перенесем, ну, то есть вот на белый даже можно перенести. Вот так вот. На белый, ну, то есть вот на белом тоже все отлично видно. На черном, может быть, еще не так хорошо видно, но на белом уже получше. При этом, если, например, использовать
необычный, вот то, что мы, да, использовали, слабо пигментированный лак для стемпинга, если мы используем именно лак для стемпинга белый, то, конечно, рисунок будет более ярким. Ну вот, например, на светлом фоне лично мне пигментации хватает. Вот таким образом, значит, мы можем работать с маркерами. Теперь давайте посмотрим все то же самое, только на полых рисунках. На полых рисунках там немного, ну, такой вот, сейчас очищу типсы просто тоже. Так, пластину лака. Но я использую средство для снятия гель-лака. И давайте возьмем полые рисунки. Да, например, вот какой-нибудь, ну, вот, принт жирафа. Возьмем такой принт жирафа и сделаем с вами также, заполним маркерами. Можно как-то хаотично, да, точки ставить, не обязательно прям, не знаю, вот синий-зеленый он будет. Можно где-то тут точку поставить, там точку поставить. Абсолютно. Угу. Так. Вот у нас полуэлемент. Давайте, то есть этот способ работает и на полых элементах, и на... Так, поставлю вот так вот, наверное. Видно будет, как очищается кисть. Кисть, в принципе, очень быстро очищается. Вот так вот. Немного подрастворился, то есть видно, да, то есть лак, ну, сам, вернее, от маркеров пигмент, он немного растворился. Это видно, то есть он начинает как бы наверх немножко выходить. И отпечатываем. Давайте отпечатаем. И на черном, в принципе, ну, то есть на белом, понятно, будет хорошо видно. То есть вот на белом, да, будет все замечательно видно. Ну, давайте на черном отпечатаю. Вот такой вот результат получается. Вот. На камере вот сейчас, вот когда я даже подношу, он кажется немножко темнее. На самом деле он светлее. Так, сейчас, может быть, лампу. Вот так вот, наверное, да, вот. Вот, то есть видно, на черном, в принципе, все хорошо видно. Потому что я вот смотрю, например, вживую, мне хорошо видно. Смотрю то, что на камере, немножко не очень хорошо видно. Дальше мы возьмем с вами, то есть этот способ, он работает не только с маркерами, то есть, так, скажем, не только, не то, что способ, этот принцип, он работает не только с маркерами, он работает с любыми моментами, где акварельные краски. Вот у меня вот такие вот акварельные краски. Абсолютно любые акварельные краски подходят. Тут тоже все только зависит именно от пигмента. То есть насколько пигментированы, скажем так, акварельные краски. Немного, значит, акварельные краски у нас, мы с акварельными красками мы работаем с водой, поэтому я немножко взбрызнула, значит, краски. И теперь давайте, ну, начнем с полых, потом покажу на тонких линиях. Но тут принцип, в принципе, да, тоже тот же самый. Возьмем, какой рисунок возьмем? Давайте возьмем вот принт этого зебры, зебры. Возьмем зебру. Вот так. Причем акварельные краски, здесь вы также никуда не торопитесь, они абсолютно никуда торопиться не нужно. Мало того, сейчас вот покажу тоже такой момент. Так, туда вода не попала у меня.
Ладно, значит, сюда попало. Немного взбрызнули, ну, то есть вот нанесли краску, чуть-чуть водички взбрызнули, и можно, в принципе, вот так вот подрастворить и смешать. Ну, где-то грязь получится, где-то там как-то. Ну, сам факт. Вот. Немного растворили, немного смешали. То есть такая каша-малаша. Ну, то есть, в принципе, можно такой, знаете, сделать даже легкий градиент. Давайте еще возьмем один какой-нибудь рисунок. Ну, хотя вот давайте вот здесь вот возьмем такие более тонкие линии, да. Давайте возьмем вот. Сюда мы нанесем. Сюда нанесем. Хочу вот этот красный, а на него водичка не попала. Угу. Вот так вот. И вот этот зеленый сюда. Теперь нам нужно подождать, пока это дело немного высохнет. Ну, для чего мы ждем, чтобы это высохнуло? Чисто исключительно для того, чтобы а, ну, не запачкать кисть, скажем, особо не запачкать, пока, например, очищу кисточку. Можно вот так вот промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу. А, нет, нельзя даже промокнуть. Все, она уже просто не очень хорошо. Ну, ничего страшного. Хорошо, что мы сделали второй вариант. Но тут все равно получится. Давайте попробуем. Потому что, в принципе, пигмента, думаю, должно хватить. Хотя, может, и не очень. Вот таким образом смешали. Нет, будет больше белого, наверное, да. Будет больше белого. Но есть, конечно, там вот голубой. Такой вот. Ну, уже поздно. Хорошо. Давайте следующий рисунок. Ну, тут болтать просто тоже. Мы с вами знаем, да, что если, например, мы где-то не успеваем перенести рисунок, ну, заболтались или что-то, то лучше его переносить на липкий слой от праймера или, например, от клея для фольги. Поэтому, в принципе, то, что вы там отпечатали или не отпечатали, тут большой разницы, ну, не успели отпечатать, тут нет. Сам принцип. Нанесли белый лак, немножко подождали, пока акварельные капли тоже войдут, скажем так, в реакцию с обычным лаком и отпечатываем. Переносим. Вот такой вот результат получается у нас именно с акварельными красками. Именно с акварельными красками. Что делать, в принципе, акварельные краски, они, ну как, понятно, что в них не так много пигмента, в, как в лаках для стемпинга. Но, тем не менее, работать с этими материалами можно. Акварельные краски, кстати, не очень хорошо очищаются средством для снятия лаков, но они замечательно стираются при помощи воды. Вот, пожалуйста, водой взбрызнули и убрали. То есть лак, обычный лак с пластины я сняла жидкостью для снятия гель-лака, а уже затем то, что осталось на пластине, я убрала обычной водой. Давайте возьмем вот совсем тонкие линии и проделаем с вами теперь. Давайте все-таки. Так, ну что ж такое-то? Красный. Возьмем какие-нибудь там потоньше линии. Например, вот здесь вот хочу красный. Вот здесь вот хочу оранжевый. Дальше хочу вот этот желтый и зеленый. Кисть после набора каждой краски я также очищаю просто о салфетку, так по-быстрому. Так раз-два, раз-два. Вот. Также подождем, пока это все дело немножко подсохнет. Ну, я в данном случае, я особо ждать тоже
не буду. В принципе, можно и не ждать. То есть, если вы очищаете, так вот поставлю, наверное, да, чтобы видеть. Если вы успеваете очистить кисточку для лака, вот таким образом, то, в принципе, можно и не ждать. А, Акварельные краски, они тоже очень хорошо, быстро, вернее, сохнут на воздухе. Немного ждем, буквально там, ну, я не знаю, сколько там, 30-20 секунд, и отпечатываем. Такой вот вариант у нас получается. Вот такой вот рисунок. Здесь, да, вот видите, где-то, то есть больше, например, пигмента белого, потому что этот белый пигмент, он выступает. Если немножко подождать, как немножко наслоить, скажем так, да, вот пигмент, то, в принципе, может быть и получше вариант. Но, тем не менее, как я говорю, такой вариант тоже возможен. Давайте возьмем и посмотрим на пигментацию на белом фоне. Так, вот так. Оранжевый возьмем. И желтый возьмем. Ну, такой типа желтый. Кисточку надо уже почистить просто. Добавлю вот сюда желтого. Ну, вот так вообще размажу. Вообще размажу просто-напросто и все. Так, немного подождали. Очищу пока штамп. Теперь наносим обычный лак. Обычный. Так, там из кадра совсем не ушла. Обычный лак нанесли. И немного ждем, пока этот обычный лак немного подрастворит краски, акварельные краски. Прям долго ждать, конечно, не нужно, пускай обычные лаки и сохнут дольше, но все-таки они сохнут. Да, вот прям совсем слабо. Совсем слабо на тонких линиях получилось. Ну, тут, вернее, мы отпечатали рисунок-то, но пигмент-то у нас не забрался, получается. Что же в этом случае нужно делать? К примеру, давайте предположим, что вам не нужно именно разбелять. Такие варианты тоже есть. Ну, согласитесь, то есть вам нужен просто цвет. Вы знаете, что у вас есть, например, вот такой красный, вот такой желтый, вот такой оранжевый. И вам не нужно делать его таким, чтобы он был разбеленным. Что мы для этого делаем? Вот давайте сделаем. Наверное, все-таки уж прям сильно ждать, пока краска, наверное, высохнет, тоже не особо надо. Наверное, прям совсем задубела она. Зелененький вот такой возьмем. Мы берем с вами обычный топ для обычных лаков. Ну вот не нужно мне, скажем, разбелять это дело. Мне не нужен белый пигмент в этих цветах. Подождали, отпечатали. Плохо взялось. Давайте покажу. Ну вот здесь уже будет такой вот пигмент. Давайте еще раз сделаю, просто чтобы долго нельзя ждать, потому что здесь это обычный топ. Соответственно, мы работаем здесь еще немного быстрее. Не то, что даже немного, а быстрее работаем. Так, возьмем так, вот так. Вот так. С акварельными красками получается лучше долго не ждать, пока акварельные краски высохнут. Можно даже, наверное, может быть и
таким образом как бы сбрызнуть. Давайте посмотрим, что с этого получится. И берем, значит, с вами обычный. Так, а если мы с вами вот так вот немножко его уберем. Ну вот пигмент, во всяком случае, я вижу, что он в гравировке он остался. Вот таким, так вот обычным лаком. И быстренько на штамп. Ну вот уже получше. То есть быстренько-быстренько отпечатываем. Ну и вот такой вот вариант получается. Да, пигментации, конечно, не совсем хватает, но вот тем не менее такой способ, да, тоже имеет место быть. Очищаем. Очищаем сначала жидкостью для снятия лака. Вот. То, что у нас не очистилось жидкостью для снятия лака, просто взбрызнули водичкой на пластину и отмыли пластину уже водой, обычной водой. Вот таким образом. Так. Очищу коврик. Таким образом мы можем с вами работать акварельными красками. Дальше, следующий момент. То есть все, где есть в принципе пигмент, у нас это рабочий материал для работы именно в стемпинге. То есть все можно. Но сейчас я вам покажу тоже способ, который в принципе рабочий и там, и там. Сейчас я немного очищу типсы. Я, конечно, подготовила типсы. Ну, как всегда, их же не бывает много, да? Особенно, когда вот так вот мы все прям отпечатываем. Может, конечно, и не всю надо отпечатывать. Следующий мы возьмем с вами... Ну, то есть эта техника, в принципе, она одна, ну, для всех таких вот материалов, в которых есть пигмент. Вот так вот, да, скажем. Техника работает, в принципе, со всеми материалами. Теперь возьмем, давайте, акварельные капли. Думаю, у многих это есть, вот такие вот акварельные капли. И также мы возьмем с вами и пластину с тонкими линиями, и пластину с полыми рисунками. Точно, давайте отпечатаем. Акварельные капли. Открываю. И просто вот капаем, там, я не знаю, вот таким образом. Здесь в акварельных каплях от Dance Legend здесь просто такая очень тонкая кисточка. В других акварельных каплях кисточка может быть потолще, и в принципе это будет немножко попроще, может быть, да, сделать быстрее. Ну, у меня акварельные капли просто от Dance Legend, поэтому нам самое главное что? Нам самое главное тут это пигмент. То есть в этом случае самое главное это пигмент. Если мы хотим немного, скажем так, чтобы у нас цвета были поярче, так как у нас все-таки в этих моментах, в этих материалах у нас пигмента, как мы знаем с вами, маловато. Ну, то есть не хватает пигмента. Поэтому, соответственно, мы просто и берем белый именно лак. Наверное, вода просто попадает, и я после этого не могу хорошо отпечатать рисунок. Вода мешает. Так. Мы хотим, чтобы немножко было поярче пигмент, и, соответственно, поэтому я беру обычный лак. Лак здесь тоже перебарщивать особо не нужно, потому что, ну, не хочется, чтобы, в принципе, были какие-то такие белые разводы. Но это не столь принципиально на самом деле. Ну, есть они и есть. Вот, отпечатали и перенесли.
Но это больше такой, даже какой-то вот такой вот, а, ну вот видите, да, цвета, то есть они разбеленные, но в принципе это, заметьте, это на черном фоне я сейчас отпечатала. Ну, на мой взгляд, довольно неплохо. На черном фоне. Пигмента вполне, ну, можно сказать, ну, не то чтобы прям замечательно, да, но в принципе неплохо, как вариант. Давайте отпечатаем на белом. Это тонкие линии, причем вот тонкие линии. Сейчас мы будем делать это на полых каких-то, да, там рисунках. И там будет еще ярче. Можно подождать, пока акварельные капли немного подсохнут, и по новой нанести. Тогда будет пигмента еще больше. Ну вот так вот работает, в принципе, с акварельными каплями. Это срабатывает. То есть где-то подсыхает, они же тоже быстро сохнут. Где-то подсыхает, то есть добавили немного пигмента. Единственное, то, что вот они вот таким образом расплываются, это же капли. Мы с вами знаем, что они довольно быстро растекаются, расплываются. Вот. Но ничего страшного в этом нет. Немного подождали, пока высохнет. Ждем мы только, опять-таки, исключительно для того, чтобы не особо испачкать кисть. И наносим вот таким слоем, очищаем кисть. И ждем, пока обычный лак подрастворит немножко пигмент, который у нас был в акварельных каплях. Также сняли, отпечатали. Так, где у меня? И отпечатали. Вот, пожалуйста. Да, тоже довольно неплохо. Ну, по пигментации я имею в виду. Довольно неплохо. И все в порядке, все нормально отпечатывается, все хорошо. Материалами на полых рисунках. Это я очистила. Так, я так полагаю, что вот эти типсы я уже не смогу очистить. Хотела же на белом, да, отпечатать, но вообще прям. В общем, все. Сейчас, то у меня они не черные, а вот видите, такие белесые. Это еще осталось после этого. После акварелек у нас осталось на типсах. Ну так, один, ладно, типс оставим. Сейчас не могу вот прям смотреть на такие грязные типсы. Меня прям это... Так, теперь давайте с полыми рисунками. Давайте возьмем вот этот вот рисунок. Вот, вот так вот, думаю, будет видно. И делаем мы все то же самое. Вот, на полых рисунках. Так как у нас рисунки полые, пигмент, в принципе, ну, тут пигменты побольше нужно. И он, в принципе, рисунок позволяет этот пигмент прям вот получше туда нанести, что ли, как это правильно сказать, побольше. Но опять-таки можно подождать, пока это дело подсохнет, и наслоить. Наслоить прям. Вот, давайте еще сюда красненького добавим. Сохнут капли очень быстро, поэтому вот таким образом сделали, да? Опять-таки берем белый лак. Сейчас мы возьмем с вами еще и с обычным лаком точно так же сделаем. Но сейчас хочу показать вам именно пигментацию на белом, какая будет. А то что-то в прошлый раз я собиралась это сделать, но, видать, заболталась, как обычно это бывает. Вот, немного подождали.
отпечатали. И вот так на белом. Желтый с зеленым, ну там, где цвета, понятное дело, друг на друга находят. Вот такой, в принципе, ну, на мой взгляд, по пигментации, особенно на белом фоне, вполне прилично. Да и на черном фоне тоже, если мы еще берем, а, например, вот а, на черном фоне, если мы возьмем вот такой вот более полый рисунок, будет вообще замечательно. Но опять-таки давайте посмотрим, как все это дело будет работать, если нам, например, не нужны разбеленные цвета, а нужен просто вот цвет. Давайте вот так вот. Два цвета я возьму, а то просто с одного флакона в другой много времени занимает. А тут такая, говорю, кисточка тоненькая. Вот так. Ой! Так. Разлила. Ну, ничего, сейчас мы это все. Бывает, девочки, прямой эфир. Все бывает. Вот так наслоили. Потому что все под рукой, и все, ну, тут такое небольшое пространство, и все, как говорится, под рукой, поэтому немножко неудобно. И у меня еще тут сбоку провода с правой руки, и тоже у меня тут весело. Так вот даже сделаю. Ну и опять-таки. Блин, хотела же показать без, да, белого. Ну вот все, я уже, девочки, я уже... Давайте это все-таки мы отпечатаем на черном. Вот так вот. Вот так. Ну вот сейчас покажем. Сейчас мы сделаем с вами еще раз без белого лака. Ну вот видите, у меня упал просто флакончик, и все, и понеслась. Душа в рай, все, забыла, что хотела делать. Сейчас я это... Вот такие вот капли. Да я еще сижу тут, знаете, такая в позе зю. Смотреть. Возьму сейчас большую салфетку, чтобы это побыстрее можно было стереть. Так, вот так оставлю. Ничего вроде. И давайте... Так, теперь мы делаем без... То есть, если нам не нужно делать разбеленные цвета, нам, то есть, не нужно делать... Мы не будем использовать именно белый пигмент мы не будем вводить. То есть мы вводим зеленый пигмент, наносим прямо на пластину. Вот таким образом. Тут просто и флакончики не закроешь. Потому что, ну, вот так вот постоянно доставать. И вот эта вот тоненькая кисточка. Ну, расход, конечно, минимальный у этих средств. Я не знаю, сколько лет ему уже у меня. Но расход вообще прям минимальный. Пигмент вы сами видите, хоть это акварельные краски, но посмотрите, тут пигмент, в принципе, очень хороший. Очень достойный пигмент. Вот так вот нанесли. Так, все-таки я вот эти вот баночки закрою. Так, мы с вами отпечатываем именно... Нам нужно отпечатать именно на обычный лак. Берем, значит, с вами топ. Это самый, что ни на есть, обычный топ для обычных лаков. Это у меня Orly, так, Orly Second Dry, обычный лак. Печатали.
и перенесли. Так, рисунок надо было все-таки переносить, наверное, на липкий слой от этого, либо от праймера, либо от клея для фольги. Ну вот видите, в принципе, вот на белом пигментация очень хорошая. Ну вот у меня вот тут какая-то часть не отпечаталась. Я обезжирила ноготок и не успела отпечатать. Но вот тут пигментация, в принципе, вот вы сами видите. Стираем. То есть акварельные капли тоже можно вполне использовать для такого способа. Очищаем. Давайте, наверное, все-таки так, и пластина тоже у нас очищается обычным лаком, ой, обычным средством для снятия гель-лака. Ну, либо для снятия лака. Единственное, только используйте вот эти вот средства, которые без масел. А то иногда в составе просто бывают таких средств масла, и они очень плохо в итоге. Так, вот коврик у меня, в общем, остался розовым теперь. Ладно. То есть акварельные капли также можно использовать в этой технике. Давайте, наверное, еще все-таки отпечатываем с вами один раз. Просто мне не совсем понравилось. То давайте возьмем полый рисунок, желтый, красный. Так вот местами красный. Немного окисляется на пластине, но ничего страшного в этом нет. Так, и возьмем желтый. Ну, может, он отмоется, коврик, не знаю. Девочки, не жалейте коврик. Так, вот так вот. Повторюсь, что можно и наслоить. Ну, я желтый, во всяком случае, наслою, потому что желтого он, как правило, слабоватый. Всегда слабый. Так, теперь я беру обычный лак. Типс. Обычный лак. Обычный, вернее, топ. Топ, который смазывает. Стемпинг, который, вот, знаете, вот, который сохнет на воздухе. Сняли. Отпечатали. И отпечатали. Ну вот на белом фоне, вот, пожалуйста, то есть уже тут цвета хорошо видны, ярко видны. Но они такие, и они не разбеленные, то есть это те цвета, в принципе, которые есть и в акварельках. Но на белом фоне можно вот таким образом отпечатать. То есть можно, в принципе, даже и если у вас фон светлый, то можно не использовать вот именно белый там, например, или вот дальше мы будем с вами использовать черный лак, обычный лак. Лаки для стемпинга я сегодня вообще убрала, и то есть их использовать не буду. Убираем. Все это очищаем. Дальше, что хотела вам еще показать, пигменты. Теперь вот возьмем пигменты и поработаем с вами именно пигментами. Также и на тонких линиях, и на толстых линиях поработаем. Так, вот такие есть пигменты у меня. Это неоновые пигменты с Алиэкспресс. Я постелю коврик.
Вот надо было под акварельные краски. Акварельные краски, ну вот, вернее, акварельные капли, они действительно настолько, в них, в принципе, и пигмента много, и они очень сложно стираются. Ну, то есть, если вот их где-то оставить и надолго, то потом это все дело очень сложно удалить. Ну, и у меня есть разбавитель красок. Не знаю, наверное, он справится. Ну, посмотрим. Так, возьмем с вами пигменты. Также возьму черный типс, белый типс. Поставим под руку. Возьмем пластину. Немножко тут у себя приберусь, девочки. А то у меня тут уже бардак. Так, возьму салфетку. Так, с пигментами. Как мы с вами работаем с пигментами? Думаю, многие знают. Я сейчас возьму вот этот штампик, который мне не жалко. И, значит, буду использовать вот такие. Так, сейчас одну секунду, девчонки. Сейчас я очищу кисть. Возьму-ка я другую. Так, значит, как мы работаем с вами с пигментами? Самый лучший вариант, ну вот во всяком случае для многих, это именно если мы на штамп наносим пигмент, да, вот таким образом. Можно прям вот таким втирающим. Вот так вот. Прям на штампе смешали немножко. Угу. Вот, лишнее можно убрать. Теперь, значит, что делалось? Брался лак для стемпинга, но в данном случае я буду опять-таки использовать обычный лак. Брали лак для обычно брали бы лак для стемпинга. Вот таким образом отпечатывали рисунок и перекатывали. Да, вот он там где-то отпечатался. И вот там вот где-то отпечатался, знаете, вот это вот мне не нравилось в этом способе, потому что вот дальше, например, если рисунок какой-то нужно разместить четко по центру, сложно его разместить четко по центру, потому что вот вы не видите ничего за пигментом, а там вот что-то есть. Вот, что-то там есть. Правильно? То есть это нужно тоже делать быстро, вот. А там что-то есть. И где вот это вот что-то, знаете, вот, ну, то есть согласитесь, не видно. Да, такой способ тоже имеет место быть, я не спорю. Но вот потом еще вот так вот штампик тоже очищать, это как бы немного, ну, не то, что сложно, конечно. Лучше для этого штампика использовать какой-нибудь старенький, ненужненький, потому что от этого еще штампы также немного портятся, то есть они мутнеют, скажем так. Поэтому для пигментов лучше использовать какой-нибудь отдельный штамп. Так, вот так вот, вот так, вот так. Вот насколько тяжело он, в принципе, очищается. Но можно, конечно, в принципе, то, что он уже мутненький, можно, конечно, использовать и жидкостью его почистить. Но я просто не хочу, чтобы он прям совсем стал непрозрачным. Но, тем не менее, такой способ тоже есть. И еще способ, также, который, вот, например, также покажу просто его, это когда мы пигмент вот так вот немного на пластину наносили, вот так вот, таким образом. Вот так. Немного вот так вот лишнее убирали с пластины, ну, то есть лишний пигмент. Все очищаем о салфетку. Убрали лишний пигмент. И теперь вот опять-таки наносим обычный лак. И отпечатываем. Так. И отпечатываем. На черный типс просто.
опять я долго, в общем, что-то я сегодня прям совсем не успеваю ничего отпечатывать, потому что, видно, совсем не тороплюсь. Но тем не менее, девочки, это вот то, что я сейчас показала, это способ, который мы с вами и до этого, да, разбирали. Это именно когда мы пигмент нанесли на что-то, то есть на пластину для стемпинга, потом нанесли сверху лак и отпечатали. Ну, давайте еще раз. Ну, что-то я прям не могу, у меня уже все, у меня крыша едет, дом стоит просто, что-то с чем-то. Все что-то сегодня какое-то не такое, как-то не так пошел эфир. Давайте еще раз все-таки сделаем, потому что... Ну, то есть вот мы нанесли пигмент на пластину, скрапером убрали лишний пигмент, все о салфетку, вот, скрапером убрали лишний пигмент. Теперь, вот надо штампик теперь очистить. Скрапером убрали лишний пигмент. Так, я прям повторяюсь. Теперь наносим белый лак. Обычный. Мы используем обычный. Кисточку также и сразу переношу. Ну вот. Да, то есть чуть-чуть быстрее, и тогда все хорошо. Ну, просто, видать, болтаю, просто что-то как-то я немножко это растерялась. И вот такой вот вариант, в принципе, получается. Чем этот вариант хуже? Сейчас мы с вами отпечатаем другим способом, и вы увидите, почему этот вариант хуже. Чем этот вариант хуже? Этот вариант хуже по пигментации. Он многим так и не зашел, потому что ну, пигментации все равно маловато. А вот, например, вот этот способ, да, я же там тоже плохо отпечатала. Давайте вот сейчас вот хорошо как раз-таки отпечатаю. Для сравнения мне нужны типсы, просто будут именно для сравнения, поэтому... Так, не хочет, ладно. Так, мне нужны типсы для сравнения. Это я уже сама для себя повторяю, девчонки, потому что уже, говорю, у меня мозги кипят. Давайте возьмем... Что такое-то? Именно сделаем сейчас стемпинг, когда мы пигменты используем на штампе, для того, чтобы потом посмотреть разницу в пигментации. Вот так вот. Вот так разнесла. Мне нужен черный типс. Так. Возьмем для чистоты эксперимента тот же рисунок. Нанесли. Убрали лишнее. Угу. И отпечатали на другой штампик. Вот. Видели так? Видели, как нужно? Не знаю, что со мной сегодня. Так, скрапером убрали лишнее и отпечатали на штампик, где у нас пигмент. И теперь отпечатали все это дело на типс. Вот, просто про что я говорю. Мне типс этот надо было на вот эту штучку поставить. Вот, по пигментации, вот вы видите разницу. Именно поэтому вот этот вот способ со штампиком, он намного круче, да, ну вот для всех был, потому что здесь именно по пигментации получается отпечаток намного лучше. В общем, я сейчас долго, думаю, буду вот этот вот штампик отпечатывать, не буду уже очищать, вернее.
Ну, я говорила, мне вот этот способ не совсем нравится, потому что я не вижу, что я там отпечатаю. И если рисунок, например, он какой-то такой, который нужно разместить по центру, то все. То есть там это можно долго все это дело отпечатывать и переносить. Давайте теперь посмотрим, как этот же, например, способ можно применить. Тут я немножко решила совместить вот эти два способа. И, как я обещала, сегодня покажу вам одну новую технику именно работы с пигментами. Думаю, с тонкими линиями тут тоже не нужно показывать. Почему? Потому что с тонкими линиями, в принципе, ну, такой же вариант. Такой же будет вариант и с тонкими линиями. Поэтому давайте мы все-таки перейдем на... Возьму такую пластину, потому что та пластина, ну, очень сильно бликует и мне прям бьет в глаза. А если я убираю лампу, то темно получается. Ну, окей, вот, например, как-то так, наверное. Так, покажу вам новый способ работы с пигментами. Что мы делаем? Возьмем, например, вот, сейчас 5 секунд, девчонки. Я просто также подготовлю типс. Возьму его на палочку, поставлю. Тоже потом надо отпечатать. Что мы делаем? И убрали лишнее скрапером. Ну вот прям можно хорошенько вот так вот убрать. Убрали. Теперь на этот же рисунок вот таким образом мы наносим пигмент. Таким образом. Я напомню, что мы использовали белый лак, да, там внизу. Убрали лишнее. Вот видите, здесь пигмент уже лучше схватывается на пластине. Я думаю, вы помните, да, вот до этого то, что мы делали. Пигмент плохо, да, он застревает, конечно, в гравировке, но он плохо пристает, скажем так, к пластине. И, ну как, его там становится не так много. Теперь мы берем белый лак. И вот таким образом отпечатываем. И вот, пожалуйста, вам 3 типса. Вот, видите? И здесь уже по пигментации, в принципе, вот этот способ не уступает способу со штампа, когда мы на штамп наносили пигмент. И рисунок, когда вы отпечатываете, вы его видите. Правильно? А вот этот способ, это то, когда мы просто пигмент, вот просто пигмент наносили уже, ну вот просто на чистую пластину. И здесь у нас пигментация явно страдает. А тут мы немножко совместили вот эти два способа. Я решила совместить эти два способа, и у меня получился вот такой вот третий, скажем так, способ. Давайте еще раз для закрепления результата. Только мне нужно очистить. Так, стираем. Для закрепления результата. Так, белый обычный лак. Скрапером убрали лишнее. Прям вот хорошо убрали. Сильно ждать, чтобы оно там высохло, не нужно. Вот. Нам нужно так вот, чтобы пигмент прям прилип на вот этот вот белый лак. Ну, то есть мы именно такого эффекта по большому счету добиваемся, чтобы пигмент именно прилип в этот лак, в белый.
Вот видите, помните, когда мы скрапером в тот раз убирали, а, у нас прям оставался только в гравировке пигмент. Тут вот у нас остается и так пигмент. И теперь мы наносим сверху обычный лак. Ну, конечно же, штампик у меня. И отпечатываем. Вот так вот. Вот, пожалуйста, где у нас? А, я уже почистила, да, тот типс, походу. Ну вот, пожалуйста, вот два варианта, которые, на мой взгляд, очень хорошие по пигментации. Ну, то есть вот тут, например, сразу видно, что пигментации явно не хватает. Давайте теперь сделаем это на более полой пластине. Я также оставлю этот типс. И сделаем это на полом рисунке, вернее. Ну, на каком-нибудь полом рисунке. Беру белый лак. Как ее поставить-то, чтобы она не бликовала? Ну, любой полый рисунок. Убрали лишнее. Очищаем штампики сейчас, а то у меня все, штампы уже все заюзала. У меня сегодня и подушки что-то прям вот липнут к, к скотчу прям, ну вот не по-детски. Никак не хотят. Прям какой-то, не знаю, кошмар. Вот так вот. Пускай будет. Нанесли пигмент, и теперь это дело белым лаком заполняем. Брали лишнее, отпечатали. Так, и отпечатали. Так, вот смотрите, девчонки, я думаю, почему, вот я сейчас отпечатала и думаю, блин, почему такая пигментация слабая? Ну, то есть это вот с этим, да, можно сравнить, согласитесь. И вот я сейчас смотрю и сама себя не понимаю. То есть белый лак, который вот я наносила вот сюда, я же его сюда наносила, да, а не на зебру. А в итоге отпечатывала рисунок зебры. Ну вот что со мной? Объясните мне, пожалуйста, вот что со мной сегодня? Я не знаю, вот что со мной. Это просто какой-то капец. Давайте, ну, вот хорошо, ладно, вот пускай тоже вот этот вариант будет для примера, да, вот если мы, например, не наносили на зебру, я не наносила белый лак. Теперь у нас, давайте вот сделаем зебру, хорошо. Так, делаем зебру. Вика, проснись, ты что, блин, что с тобой сегодня? Так, убрали лишнее скребком. Убрали. Ну, я не знаю, видать, кто-то прям там сильно, а, прям, не знаю, ругает, может, меня в прямом эфире. Зебра манит, да, действительно, девчонки, ну вот зебра манит. То есть я нанесла сейчас белый лак именно на зебру. Так, сейчас, девочки, а то я сейчас опять что-нибудь сделаю не так. То есть пигмент надо тоже наносить на зебру, а не на... Ну вот сейчас пигмент тоже надо наносить на зебру, а не куда-нибудь в другое место. А то я, значит, белый быстро высох, просто лак. Вот. Наносим на зебру. На зебру. Так. Все, нанесли.
Ну, вот так вот лишнее, наверное, просто соскребу, так, чтобы белый лак особо не пачкать. Так, штампик. И теперь белый лак. Мы нанесли на зебру. Все правильно я сделала. Девочки, а ты за мной надо реально следить. Я сегодня что-то прям совсем не то делаю. Сама не понимаю, что. И вот опять у меня нет. Ну, то есть вот мы видим, что мы отпечатываем. Нам пигмент не мешает. Вот. Ну, не знаю. Вот представляете, что это со мной такое, я не знаю. Сейчас еще и белый лак тоже поедет. Ну вот, пожалуйста, вот такой вот вариант. Как один из способов, да, для того, чтобы работать с пигментами. Девочки, сейчас я буду читать ваши комментарии, потому что э, я говорю, сегодня, видать, что-то у меня с работой, ну вот именно то, чтобы что-то делать, у меня особо не идет, не клеится. Ну вот я не знаю, как это. Лак высох. Нет, я еще хотела вам, блин, да что ж такое-то? Давайте я все-таки покажу вам еще один такой момент. Это вот когда мы не хотим, чтобы был пигмент, да, скажем, белый пигмент. Да, вот это вот еще покажу, девчонки, и все, и я уже, наверное, все, потому что это просто трындец какой-то сегодня. Так, я наношу белый лак. Да, мне просто, знаете, мне либо я говорю, либо я делаю. Наверное, вот так вот у меня проще, потому что если я и говорю, и делаю, ну вот что-то у меня особо не получается. Так, теперь я наношу на... Так, еще чуть-чуть. Прямо так вбиваю пигмент. Прям вбиваю. Так, давайте не будем все-таки скребком убирать лишнее. Может быть, как бы в этом дело. Так, взяли штампик. Я хотела показать обычным лаком. Вот смотрите, что я делаю. Я опять беру белый лак. Вот нормальное вообще нет. Вот что со мной? Объясните мне. Говорю одно, делаю как это самое. Так, теперь берем обычный лак и наносим его немножко поверх. Вот знаете, таким прям большим толстым слоем. Отпечатываем. Плохо отпечаталось. Ну ладно, я не буду уже там это самое, как его, девочки, вот так отпечатаю. Вот. Вот, видите, да, насколько ярко получается. Ну вот я говорю, оно обычно ярче получается, но вот я говорю, что-то у меня сегодня, в общем, девчонки, ну вот не идет. Не знаю, что, что именно не идет, но вот как-то вот ярко получается. Давайте сделаем, давайте сделаем все-таки еще один вариант. Все-таки, ну не могу я вот так вот оставить это дело. Давайте возьмем опять тигра. Очищу штамп. Сейчас, одну секунду. Нанесли белый лак. Скрапером убрали лишнее. Вбиваем пигмент. Мне, наверное, сегодня только так работать. Вбиваем пигмент.
Нанесла обычный лак. Так, ну размазалось все. Нет, не пойдет такой вариант. По пигментации, вот видно, да, вот по пигментации. По пигментации тут все хорошо. Просто сам рисунок не совсем четко, скажем, снялся. Ну, сегодня вот день у меня такой. Но по пигментации, вот вы видите, на черном. Хотя я использовала абсолютно обычный лак. Помните, просто у нас подложка из-за того, почему я хотела показать этот вариант. Из-за того, что у нас подложка была белой, вот когда мы, помните, белым лаком наносили, убирали лишнее, из-за того, что подложка была белая, вот посмотрите, на черном фоне, в принципе, отпечатано тоже довольно, ну, хорошо. Ну, в том плане по пигментации именно. Если тут еще, конечно, важную роль играет именно то, что полый рисунок, да, то есть площадь заполнения пигмента, она тоже больше, ну, выше, скажем так, там больше пигмента в самих вот этих вот гравировках. Поэтому давайте, наверное, все-таки посмотрим, как это будет смотреться именно на тонких, на более тонких линиях. Посмотрим. Сейчас, одну секундочку. Девочки, я опять-таки все подготовлю, чтобы... То есть делаем подложку. Это вот такая совмещенная, скажем так, техника именно для работы с пигментами. Убрали лишнее. Убрали лишнее. Так, вбили пигмент. Прям вбиваем. Он прилипает. Ну, то есть вот я, например, кисточкой немного чувствую, как пигмент липнет к белому лаку. Да, значит, получается, что мы лишний пигмент мы немножко, скажем так, кисточкой смахиваем, но скрапером лишний пигмент не убираем. Лучше такой вариант. И вот теперь берем обычный топ, наносим мы его... Не отпечаталось. Ну, то есть очень плохо отпечаталось. Так, давайте вот так я попробую все-таки. Ну, не хочет он печатать. Тут, видать... А вот так вот лучше. Значит, поверх мы не наносим, девочки. Значит, поверх не наносим. Вот, думаю, видно, что вот так получается четкий отпечаток. Просто до этого я использовала вот отпечаток четкий. То есть с тонкими линиями это тоже работает. Значит, можно прям просто поверх наносить. И, в принципе, все. Давайте другой вариант рассмотрим с вами с пигментами. Техника точно такая же, только мы будем использовать, ой, с этими не с пигментами, а с втирками. Техника точно такая, только втирки мы знаем, что они хорошо смотрятся именно на черной подложке. Поэтому мы возьмем с вами именно черный лак. Это обычный лак, самый что ни на есть вообще обычный лак. Также нанесли на рисунок и скрапером убрали лишнее. Убрали. Теперь мы берем пигменты с вами и вот так вот вбиваем. Также возьму просто тоже разные пигменты. Прям вот так вот вбили. Любые можно. То есть мы помним с вами, что черная подложка у нас есть. Правильно? Так. Теперь здесь все-таки поверх
По-моему, я просто помню, что почему поверх, потому что, по-моему, пигмент разъедает этот топ. Нанесли таким образом. Попробуем сейчас с вами. Мы же с вами в прямом эфире. Нам, как говорится, нет, не хочет отпечатывать. Не хочет так. А вот так вот уже отпечатывает. Так, где типс? Ну вот все-таки получается, что... Так, получается, что все-таки не поверх. Все-таки можно прям вот так вот наносить. Так, еще раз. Возьмем, значит, черную подложку. Да, хотела сделать вот именно черным этим пигментами, не пигментами, вернее, а втирками, так, чтобы на белой подложке это сделать. На белой подложке ведь у нас, ну, некоторые пигменты, конечно, и на белой подложке хорошо смотрятся. Вот этот и вот этот. Можно даже вот так вот. Давайте вот точно. Вот так вот мы натрем прям. Вот. Даже лучше. Чтобы просто побольше вот этого самих вот этих втирок на это было побольше. Потому что не видно просто-напросто, что там отпечатано. А по сути дела должно быть видно. Но сегодня зато вы очень много посмотрели ляпов, которые не стоит делать, не нужно делать и все такое. Правильно? Берем обычный лак, наносим вот прям сверху, убираю и отпечатываю. Ну вот, да, рисунок есть. Отпечатаем, давайте его вот на белый фон. Надеюсь, он не высох. Ну, конечно, он высох. Ну, короче, девочки, вот, не знаю, как камера. Нет, на камеру вот эту вот втирку ее не видно. Но вживую она блестит. Ну, то есть, блин, не знаю, как его сфокусировать. Тут у меня уже перчатки все. Ну, то есть вживую видно. То есть, так как у нас подложка черная, а мы знаем, что вот эти вот втирки, они, в принципе, большинство втирок, они хорошо смотрятся именно на черной подложке. Черную подложку мы с вами сделали на пластине, помните, да? Конечно, здесь еще такой момент, что так как мы делаем вот эту вот тонкую подложку, не нужно сильно ждать, когда... Давайте мы еще раз... Так, наверное, все-таки я хорошо сейчас очищу свои пластины, свои штампы. Сейчас давайте про нюансы, про ошибки действительно в этой технике, какие могут быть. Вон, видите, сколько у меня тут еще оказывается на пластине, а я тут все пытаюсь что-то сделать. Также очищу сейчас штампы свои, они у меня тоже уже... Так, один, второй. Значит, когда мы наносим обычным лаком, это просто обычный лак. Скрапером убираем лишнее. Вот, просто убрали. Одного движения достаточно. Долго ждать, пока вот этот вот слой сильно высохнет, не стоит. Здесь лучше... Так, мы белый, значит, делали. Значит, делаем пигментами. Ну, так получилось, девчонки. Долго ждать не стоит. Мы, то есть, прям вот на белый лак наносим пигменты. Прям вот так вот, прям вбиваем, пока оно липнет. Пока пигмент хорошо липнет именно. Вбиваем.
Также ждать долго не нужно. То есть это все делается... опять я белый взяла. Зачем я взяла белый? Долго ждать не нужно. Теперь мы наносим обычный лак. Надо было кисточку, конечно, почистить. Но я, как всегда. Вот, и отпечатываем. Надо было... Сейчас у нас, конечно же, не отпечатается, потому что он уже высох. В принципе, я всегда советую перекрывать типс клеем для фольги или, например, праймером. Тогда вот таких проблем не будет. Почему сегодня у меня так много, еще такой момент, почему сегодня у меня так много не получалось именно отпечатывать на типс? То есть на штамп у меня все отпечатывалось, а на типс не отпечатывалось. Как правило, это именно потому, что мы используем, во-первых, обычный лак. Да, мы добавляем в него очень много пигмента. Ну вот как в данном случае, или вот, например, до этого, да, то есть мы добавляем в него очень много пигмента. Соответственно, он очень быстро начинает сохнуть, очень быстро сохнуть. И поэтому я уже не успевала переносить на типсы. То есть именно, а на типсы он не отпечатался, потому что, ну, во-первых, я разговариваю, во-вторых, все-таки, конечно, все равно скорость у меня уже, а, так как это все-таки прямой эфир, скорость не та, и то есть мне приходится что-то болтать, а в-третьих, это еще и потому, что так как у нас лак смешивается с большим количеством пигмента, то есть, соответственно, лак уже быстро очень высыхает, и здесь уже перенести рисунок я не успеваю. Поэтому лучше на типс или на ноготок перенести праймер или клей для фольги и уже спокойно отпечатать. Без всякой там суеты, без всякой нервотрепки. Вот, пожалуйста, рисунок полностью весь отпечатан. Идеально. Ну вот не знаю, как показать. Вот, идеально. Вот таким вот образом. Вот, очищаю опять-таки штампик. И вот видите, у меня здесь уже просто на самих штампах уже пигмент. Я видать, из-за того, что я стала вот так вот нервничать, паниковать, это тоже, конечно, не очень хорошо, но, девочки, я честно говорю, для меня прямые эфиры это до сих пор это какой-то вот такой вот трэш, который со мной происходит. Ну, то есть здесь давайте вот сделаем все-таки приличные типсы, потому что даже показать нечего. Вот, я очищу типс. Сразу нанесу на него клей для фольги. Пускай подсохнет. Сейчас мы сделаем просто на черном, чтобы и на белом, и на черном было видно. И очищу хорошенько пластину. Вот опять-таки, вот смотрите, что делаю. Беру клей для фольги. Вот нормальная женщина вообще нет. Сегодня какая-то я ненормальная женщина. Нанесли белый лак. Это обычный лак. Скрапером убрали лишнее. Все, убрали. Теперь прям тут же наносим пигменты. Прям вбиваем вот таким образом. Прям вот вбили. Немножко стряхнули вот так вот кисточкой лишнее. То есть скрапером мы не убираем. Теперь беру обычный лак. Нанесла. Скребком убрала. И отпечатала. И отпечатываю уже на типс. На типсе, как вы помните, у нас липкий слой есть.
Ну, мне кажется, я уже побыстрее, конечно, но все равно, да, я думаю, что не стоит рисковать, лучше просто нанести, какую-то липкость создать и спокойно себе отпечатывать. Знаете, вы уже точно знаете, что вы отпечатаете, и у вас головной боли никакой не будет. Ну, то есть вот она, пожалуйста, это мы делали обычным. То есть если бы мы взяли, например, белый лак, вот, обычный лак, это было бы еще ярче. Но, на мой взгляд, по пигментации, ну, я не знаю, девочки, напишите, по пигментации, на мой взгляд, неплохо и на белом, и на черном. Ну вот, это еще, знаете, это вы еще смотрите через камеру. Камера, вот эти вот неоновые пигменты, вы знаете, она немного подсъедает. А я в реальности вижу очень ярко. Ну, то есть по реале это очень ярко. Ну, давайте сделаем, вот как вариант, сделаем, давайте еще белым лаком. Будем снимать не прозрачным лаком, а будем снимать белым лаком. Давайте еще сделаем, ну вот просто для сравнения мы это сделаем с вами. Ну и заодно закрепим. Белым лаком нанесли. Скрапером убрали лишнее. Убрали. Так, а типс я опять не подготовила же, да? Сейчас у меня опять. Подготавливаем типс обязательно. Наносим, я наношу, вот сейчас у меня опять. Нет, девочки, я все-таки переделаю вот этот вот, потому что у меня сейчас там опять, наверное, лак-то и высох. Итак, наносим лак. Снимаем лишнее. Теперь вбиваем пигмент. Прям вот так. Прям вот таким способом. И убираю лишнее. Ну, не убираю, вернее, а просто немножко стряхиваю. Скажем так. Теперь берем обычный лак и покрываем. Прям вот так. Скрапером убираем лишнее. И отпечатываем. И вот здесь у меня клей для фольги немножко не подсох. Вот видите, есть такое белое самое. Ну вот он сейчас подсохнет, мы отпечатаем и сравним с вами 3 типса. Боюсь. Так, и отпечатываем. Вот, вот, пожалуйста, да, то есть смотрите. Это мы отпечатывали на белом, это мы отпечатывали вот с обычным топом, то есть если нам не нужен разбеленный пигмент. И вот это мы отпечатывали именно с белым лаком, обычным лаком. Ну, то есть вот по пигментации тут, конечно, намного сильнее по пигментации. А здесь чуть-чуть слабее. А тут, видно, не высох. Здесь, помните, я вам показывала, тут не высох еще клей для фольги. Ну, в общем, ничего страшного. Девочки, вот такая вот получается у нас разница. То есть, в принципе, если вам в этот пигмент нужно вмешать что-то, скажем так, нужен разбеленный цвет, то вот видите, тут получается намного ярче. Ну, как вариант, который смазывает стемпинг, он тоже неплохо подходит. Девчонки, наверное... Так, я сейчас переверну камеру. Так, да, сегодня что-то прям какой-то совсем был сложный эфир. Ну, во всяком случае, для меня это прям сегодня какой-то прям... Не знаю, что со мной сегодня. У меня сегодня все падало
из рук, падало все. Я, в общем, хотела по-разному и так, и сяк, в общем, показать, но сегодня что-то как-то не пошло. Я думаю, если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно на них вам отвечу. Ну, может быть, выйду с этой темой еще как-нибудь. Тут у меня есть еще одна техника тоже новая. Ну, я во всяком случае ее немножко разрабатываю и покажу вам обязательно ее и заодно и все эти моменты тоже покажу. Девочки, ну это прямой эфир, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Для тех, кто еще в прямом эфире, для тех, кто еще в прямом эфире, я как бы давайте почитаю ваши сообщения, соответственно, если там есть ну какие-то вопросы, я на них обязательно отвечу, поэтому так, привет. С Натальей тоже мы поздоровались. Я уже вся в мыле, как говорится. Ольга а, Кормова, наверное. Простите, если неправильно прочитала. Здравствуйте, Ольга. Кейтлин Нео. Здравствуйте, Кейтлин. Спасибо большое, что поддерживаете. Кейтлин Нео, Катя. Есть также это блогер на Ютубе. Елена Мюнхен, ну вот, теперь мне нужны маркеры и белый лак. Да, ну, неплохая техника, имеет место быть, если у вас нет лаков для стемпинга, если у вас вообще, в принципе, нет лаков. Дора-дора, плохо видно, резкость плохая. Дора-дора, вот в начале видео я говорила, что сверху можно поменять разрешение самого видео, и, соответственно, оно станет лучше. Кейтлин Нелс в правом верхнем углу. А вот, Кать, спасибо большое, что подсказали. Радует, что получается. Но, опять-таки, по пигменту, может быть, это не совсем как по пигментации. Но, тем не менее, девочки, в жизни бывают различные ситуации, и иногда вам не нужен такой сильно пигментированный эффект. Просто почему вот эти вот все техники, вот эти все варианты приходят, ну вот, у меня вот так вот получается, потому что когда мы готовимся, например, к конкурсной работе, либо делаем что-то необычное, то именно в этом случае и вот рождаются вот эти моменты, да, то есть мы не можем сделать вот так, значит, мы делаем это по-другому, значит, мы делаем это в какой-то в другой технике. Инга, здравствуйте, Инга, всем привет, всем добрый вечер, снова не пришло оповещение, и я опоздала, ничего страшного, Инга. Виктория, сохраните, пожалуйста, смотрю и думаю, придется у детей маркеры отобрать. Ну да, тоже можно. Дора-Дора, не помогают эти настройки, резкость не улучшилась. Дора-Дора, в таком случае, значит, у вас может быть не совсем как быстрый интернет, может быть, в этом дело. Елена Мюнхен, резкость у вас настраивать нужно. Леночка, спасибо большое, что поотвечала тут. Ольга Рачковская, здравствуйте, Ольга. Елена Мюнхен пишет, разлила на новый коврик. Да, кстати, коврик был новый, коврик новый заменила, прям такой был беленький, пушистый, но все. Кейтлин Нелс. Инга, коврик классный, все отмывается. Что это за материал такой? Что это за материал такой? Это силиконовый коврик, Инга. Силиконовый коврик на Алиэкспресс. Он больше, чем обычные коврики, и он толще, чем обычные коврики. Ну, есть, знаете, такие маленькие коврики, 20 на 40, по-моему, они. Они такие тоненькие, и они очень, скажем, по краям они немного загибаются. Сейчас я вам, девочки, покажу. Не обращайте, пожалуйста, на бардак. Вот коврик, он, вот видите, так, ты резкость будешь ловить? Нет? Нет, он, скорее всего. То есть он чуть-чуть потолще. Он потолще. И он размером 60 на 40. Ну, то есть вот, девочки, у меня просто такой бардак. Может, здесь сфокусируется. 60 на 40. Он большой, он толстый. Вот видите, по краям вот здесь вот он не махрится, не бахромится, вернее, вот так вот, да. То есть вот он прям плотно лежит. Замечательный коврик. Довольно. Леночка Мюнхен, коврик жалко. Кстати, вот Елена Мюнхен по моей ссылке тоже заказала такой коврик себе. Наталья Белорукова, жалко коврик. Да, я видела этот комментарий, когда что-то делала.
Аж жалко коврик, Кэтлин. Ничего страшного. Он стоит, по-моему, в районе там 600 рублей он стоит. Ну, приходит быстро. Елена Мюнхен, все равно жалко. Ты его ацетоном. Да, я попробую растворителем красок. Инга пишет, Лена, спасибо, а то у меня силиконовый, к нему все липнет. Каждый пыль, каждая пылинка и блестки вообще не отодрать, только под водой хочу другой. Нет, вот это тоже силиконовый коврик, но к нему ничего такого, пигменты, вот это вот ничего особо не липнет. Я говорю, он поплотнее просто. Я знаю, про какой коврик вы говорите, Инга. Они такие тоненькие, это кухонные, как кухонные такие коврики. Это тоже кухонный, но он потолще и поплотнее. Поэтому, может быть, к нему особо вот так вот ничего и не липнет. Вика потом ссылку на коврик оставит. Вика оставит? Ну, а, я поищу, конечно, поищу. Да, оставлю. А может быть, у меня есть под видео, посмотрите, может быть, там есть часто задаваемые товары, которые часто использую, может быть, там есть силиконовый коврик. Она и мне давала. Да, вот я говорю, Лен не давала. Наталья Белорукова пишет. Викусь, почисть коврик вместе с нами в конце. Интересно, возьмет ли что-нибудь эти капли? О, замечательно, Наталья Белорукова. Сейчас я все... Хотите, если да, сделаю. Сейчас одну секунду почитаю, может быть, еще вопросы какие-нибудь девочки есть. У девочек. Инга, вот ссылочку точно нужно на коврик. Хорошо, оставлю. Елена Мюнхен, я поняла, почему я не люблю пигменты. У меня все отдельно, мне нужна такая коробочка. Коробочка вот такая вот для пигментов, это коробочки на официальном сайте Dance Legend. Копейки стоят, но они реально настолько удобные, настолько, ну вот, я не помню, сколько я их там набрала, все пигменты, в общем, в эту коробочку. Конечно, вот это вот пересыпать, знаете, в эту коробочку, ну, один раз запариться, но потом спокойно пользоваться. Так, Инга пишет, и мне нужна коробочка, очень не говорю, очень отличная вот эта коробочка от Dance Legend. На официальном сайте Dance Legend можно приобрести. Она там очень дешево стоит. Ну, вот прям ну, совсем недорого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 7 пигментов она. Если бы были бы еще подлиннее, было бы неудобно. А это вот 7 пигментов прям на столе очень удобно. Кейтлин Нейлс. И я не очень люблю пигменты. Может и правда такую коробочку прикупить и будет проще. Но пигменты есть пигменты. Пигменты есть пигменты, но вот честно, Кать, я тебе вот говорю, вот когда у меня вот эти вот коробочки появились, а раньше, знаете, вот каждый пигмент вот в этой вот баночке, да, и вот ты берешь такая, одну баночку открыла, вторую баночку открыла, третью, да, вроде бы все расставила, все замечательно, все хорошо. Начинаешь работать, не так кисточкой махнула, и у тебя все это баночка вот так вот фигак. И, ну, то есть чуть-чуть вот кисточкой там, ну, я не знаю, мимо, ну, то есть на саму коробочку, да, вот так вот кисточкой как-то там задела, все, коробочка, она же легкая, перевернулась, все, нет пигмента, да, то есть, или его нужно собирать по всему столу. Поэтому я, да, я отошла от вот этих вот маленьких баночек, взяла себе вот эти вот, много у меня этих коробочек, и все, теперь я прям радуюсь. Так, Елена Мюнхен, но у нее чисто и не нужно открывать каждую отдельно. Да, просто тут открыла. Нет, тут каждая отдельно, она закрывается, открывается, но просто да, они устойчиво. Ну, то есть вот открыли, вы пользуетесь, он у вас стоит на столе, вы пользуетесь там, например, один, два, там какие вам нужно цвета, те открыли, и это просто устойчиво. И потом, что, ну, какое-то самое, так и закрыли. Наталья Белорукова. Сегодня самый грязный прямой эфир. Да, и самый грязный, и самый вообще тяжелый для меня. Так, Наталья пишет, зато посмеялись. Ну, я надеюсь, девчонки, вы хоть порадовались. Кейтлин Нейлс. Я с пигментами пробовала на штампе, и у меня не получалось. Но я использовала лак для стемпинга, белый. Рисунок не отпечатывался. Высыхал на штампе, как бы я ни торопилась. Это потому, что лак для стемпинга, белый лак для стемпинга, он мало того, что сильно пигментированный, он еще быстро высыхает, а когда вы добавляете, соответственно, пигмента, вот как я говорила, у меня рисунок есть на штамп, то есть я его успела отпечатать,
А вот дальше я уже пытаюсь отпечатать на типс, и он у меня не отпечатывается, потому что просто-напросто, да, высох рисунок и все. Ну, пигмент, вы же знаете, чем больше пигмента, тем быстрее сохнет лак. Елена Мюхин, это точно. Наталья Белорукова, Зебра Мани, да, это я тоже вот читала, Зебра. Ну, у меня, я говорю, я сегодня прям что-то сама не своя делала, непонятно что. Так, лак высох, видимо. Да, то есть просто быстрее высыхает. Наталья Белорукова, где такую коробочку для пигментов можно приобрести? Наталья, я думаю, я ответила, да, на Dance Legend. На Алиэкспресс я тоже их искала, скажу честно, но правда это было давно. Я просто думала, может быть, на Алиэкспресс есть такие баночки, может быть, там поискать, прежде чем вот заказать на Дансах. Но в итоге на Алиэкспресс такие баночки я не нашла. Девочки, кстати, мои ногти до сих пор на месте, все 10 вот, все 10 все на месте, до сих пор ношу. Ну, это для тех, кто, знаете, следит за мной в плане моих ногтей, моих дизайнов. Есть такие, которые, ну, скептически относятся. Так, э, так, я думаю, это Dance Legend, у них они тоже есть. Да, Dance Legend, все правильно. Вроде они. Наталья Белорукова. Но может где отдельно есть просто пустая коробочка? На Dance Legend там есть именно пустые коробочки. Они стоят там очень дешево. Ну, я не помню, ну, не то, что очень дешево, понятие очень дешево для всех разное, ну, то есть они бюджетные, просто пустые коробочки. То есть у них есть пигменты именно как наборы пигментов в таких коробочках, а есть просто такие коробочки, пустые, без пигментов, они там недорого стоят. Так, это вы тут сами пообщались. Нужно на Али поискать, Елена Мюнхен. Я думаю, я тоже ответила, да, на Али искала, не было. Так, у кого-то вдела такую коробочку, видела такую коробочку с Али брали. Вспомни теперь у кого. Ну, я искала на Али, но я говорю, правда, давно, но я не нашла. Наталья Белорукова, еще чтобы и закрывался хорошо. Он очень хорошо плотно закрывается и ничего абсолютно не высыпается. Даже пылинки нету. Ну, то есть вот даже не пылит. Ну, то есть если закрыть, то абсолютно ничего не пылит. А, Кейтлин Нейлс пишет, это коробочки для акриловых красок, для картин по номерам. Да, есть такие в детских наборах. В детских наборах даже там акварельные краски, по-моему, я не знаю, как акриловые для детей, акварельные краски, в фикс-прайсе есть такие коробочки, и там, значит, краски, и к ним даются вот эти вот, ну, то есть вот в таких вот контейнерах. Но, насколько я знаю, сами вот эти контейнеры, они довольно хрупкие, то есть у них пластик там тонкий, и они довольно хрупкие. Насколько вот они там хорошо закрываются, не закрываются, это я, увы, не знаю. То есть для пигментов, насколько хорошо они закрываются. Потому что, согласитесь, например, для акварельных красок, может быть, они и хорошо закрываются. Ну, что там, акварельные краски в высохшем состоянии, в принципе, закрыла, и все там будет замечательно. А для пигментов, может быть, вот это вот плотности закрытия может не хватить. Так, ну, вот здесь очень все хорошо с закрытием. До картин по номерам. Да, вот, Кейтлин, спасибо большое, что подсказала. Может быть, кто-то из девчонок там найдет. О, спасибо, Инга, точно. Я вспомнила, детям покупала набор на Пасху, и там были похожие баночки. Ну вот да, вот я детям, ну не я, вернее, детям, я уже, у меня-то ребенок уже большой, взрослый, но я вот видела просто в фикс-прайсе такие детские наборы. Наталья Белорукова пишет, в общем, нужен липкий слой. Если даже Вика не успевает, то куда нам? Да, все верно, нужен липкий слой. Дело не в том, что именно я там не успеваю или что-то, но действительно со скоростью у меня как бы проблем нет. И здесь дело не в скорости, здесь именно в том, что, ну просто вы вот, когда пигмент уже внесли, то там уже все просто-напросто высохло все, как в пустыне Сахаре. Дора-Дора, думаю, это лучше всего получается на гель-лаках. Не совсем поняла, Дора-Дора, в какой момент вы это писали, но я думаю, что вы имели в виду именно работу с пигментами, да, лучше с гель-лаками. Ну, я так не скажу. Это,
Я сейчас, в принципе, вот я сейчас у Dance Legend проходил марафон или проходит, там даже, по-моему, до 4 числа можно сдать работу. Поэтому вот я подготовила отработала несколько их мастер-классов, и вы знаете, я поймала себя на мысли, что я, например, сейчас хочу раскрашивать реверсивный стемпинг именно гель-лаками. Ну вот не знаю, мне, например, вот сейчас прям это заходит, прям не могу. Вот я достаю гели, краски, достаю гель-лаки, достаю обычные гель-краски и гель-краски для стемпинга и начинаю ими работать. Может быть, это дело привычки, я не знаю, но потому что вот до этого, например, прежде чем сесть вот так вот что-то делать, я доставала вот свои коробки с, с лаками для стемпинга, я имею в виду, и начинала делать. А сейчас вот я прям достаю гель-лаки и все. То есть не то, что даже гель-лаки, я достаю просто палитру, на которой у меня вот такая маленькая палитрочка, и на ней просто маленькие точечки, капельки с гель-лаками. Вот. И все. Вот достала. А не все вот эти вот коробки, знаете. Так. Кейтлин Нелс. Виктория, не нужно волноваться, у нас бы вообще ничего не вышло. Нет, я говорю, у меня руки не трясутся, но вот сегодня почему-то у меня в голове, я не знаю, видно, я делаю, вот я что-то хочу показать, но делаю вообще не то. Наталья Белорукова, поддерживаю, мы всегда ждем ваши эфиры и любим вас, не переживайте. Спасибо большое, Наташенька, спасибо. Диана Карташова, здравствуйте, Диана. Можно ссылку на пластину? Давно ищу такую, крутая. Диана, если вы напишите, какая пластина, ну, хотя у меня две, ладно, поищу на две. Кейтлин Нейлс. Самый идеальный вариант и нет той грязи, если использовать пигменты на штампе. Супер. Если использовать пигменты на штампе. Но вы знаете, вот этот вот вариант, который я вам показала в конце, да, то, что мы делаем сначала. Вот, смотрите, вот здесь, да, вот как вот сейчас другое освещение, ну, то есть вот свет бьет прям это самое, и вот вы видите на черном фоне, да, насколько яркий рисунок. Вот прям совсем. Да, здесь вот такой вот блеклый. То, что вот я показала, белым лаком мы сначала делаем подложку, потом убираем лишнее, вот этот вот пигмент. Почему я показала этот способ? Потому что вот когда мы делаем на штампе, ну то есть вот мы на штамп наносим пигмент, потом отпечатываем белым лаком. Я говорила, да, вот как, что я там, куда я там печатаю, вот мне не видно. И мне поэтому и не... Да, способ замечательный. Я не говорю, что не нужно так работать или там не надо его использовать. Способ отличный. Но вот из-за того, что я не видела, куда я что печатаю, этот способ мне не совсем нравился. И поэтому я вот немножко так вот совместила эти два способа, и получился новый способ, а, которым вот я сейчас именно так работаю с пигментами. Ну, то есть вот я сейчас таким образом работаю с пигментами. То есть я вижу после этого, куда, что, и можно прям отпечатать туда, куда нужно. Рисунок, любой рисунок. Так, Диана Карташова, я про пластину животных принтов. Спасибо, Дианочка, большое, что пояснили. Анна Лайф Позитив. Здравствуй, Анечка, здравствуй. Анечка это тоже блогер на YouTube, и у нее замечательный канал. Аня и аэрографом, и китайскую роспись осваивает. Она вообще проходит кучу курсов, и я за ней наблюдаю. Молодец, умничка. Анечка не сдается по жизни, поэтому молодец. Кетли Нейлс, все отлично. Елена Мюнхен, да, все хорошо было. Инга, Виктория, спасибо вам. Наоборот, получился клевый эфир. Я точно буду пробовать эти варианты с пигментами. Ну и пересмотрю начало эфира. Спасибо большое, Инга. Елена М. пишет. Лена М. Ура, я успела на эфир. Отличная тема. Теперь терпение бы на все это. Да, терпение это да, наше все. Елена Мюнхен, спасибо за эфир, дорогая. Я побежала. Пока-пока, Еленочка. Так, Мария Кириллова пишет. Добрый вечер. Посоветуйте клей для фольги. Я два брала и не поняла, как работать с ними. Спасибо. С клеем для фольги. Если вы говорите про то, что именно клей
ну, обычный клей или гель-клей для фольги, Мария, я вот не совсем. Если мы говорим про обычный клей для фольги, мне абсолютно без разницы, потому что по назначению вот именно как клей для фольги, чтобы перенести на него хорошо фольгу, я не использую ни один из клеев для фольги. У меня есть вот такой клей для фольги, у меня есть клеем для фольги, а можно создавать липкий слой для того, чтобы перенести стемпинг рисунок, да, хорошо. Вот я их для этого использую. Я не использую их по назначению. Также у меня есть клей для фольги Мисчеринг, есть клей для фольги еще одной фирмы. Не знаю, где он сейчас, тут у меня его нет. Вот, но это гель-клей для фольги. Я их вообще тоже не использую по назначению, я ими делаю стемпинг, а по назначению не использую. Я я с фольгой, сейчас, девочки, одну секунду. У меня есть на канале прямой эфир, даже есть, да, с этой техникой. Фольгу я использую, я делаю вот такие вот слайдеры с фольгой, вот, да, это вот все фольга. Я делаю вот такие слайдеры, и слайдеры уже переношу на ноготки. Девочки, если интересно, как это делается, у меня есть и видео на канале, который час длится, и прямой эфир есть, который тоже не знаю, сколько длится. Там вот все про слайдеры, как сделать слайдеры с фольгой. Инга, Виктория, да вот у меня силиконовый такой с сердечком, и в середине вид у него ужасный, и все к нему липнет. А у вас прям увидела и захотела, как у вас. Инга, я помню, да, вот эти вот с сердечком. Но у меня, конечно, такого не было, но я помню тот момент, когда все брали вот эти вот силиконовые коврики. Я уж не помню, кто из блогеров первый показал этот силиконовый коврик с сердечком, и все побежали брать. Но я немножко подождала, пока китайцы выпустят что-нибудь. Ну, мне просто сам дизайн вот этих сердечек, ну, не совсем понравился, поэтому я не брала. Мне вот именно прозрачный хотелось. Под этот прозрачный коврик, чем он еще хорош, то, что под этот прозрачный коврик можно любой фон подложить, вообще любую бумажку. Не то, чтобы вот специально купить какой-нибудь фон красивый, нет. Вы просто берете любую бумажку, подкладываете, и вот вам, пожалуйста, фон любой, с которого вы все можно будет удалить. Дора-Дора, все было замечательно, спасибо, спасибо большое. Алена Шацкая, привет с Украины, здравствуйте. Коврик чистить, Дора-Дора, да-да, я думаю, пигменты легче отпечатывать на гель-лаках. Да, так, и Кылысова Валерия, простите, пожалуйста, если неправильно прочитала. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну давайте чистить коврик, девочки. Давайте почистим коврик. Вы знаете, что с этим ковриком сегодня было? Так, это я все буду чистить потом, девочки. Да, у меня после прямых эфиров, знаете, тут вообще что-то ужасное. Вот посмотрите, тут вот даже... Так, я вас что-то как-то не так поставила. Сейчас, одну секунду. Вот так, девчонки. Вот тут, видите, тут вот постелила, как говорится, салфетку, но она все равно это... Вот тут еще, да, вот, все грязное. Этот коврик сегодня пережил многое, но я говорю, я не знаю, что будет. Давайте попробуем разными средствами. Давайте попробуем, во-первых, сначала обычным ацетоном. Самый дешевый способ, обычный ацетон. У меня его просто... Я его покупаю кучами, пачками. Давайте попробуем. Так, ну, понятно, что лаки он хорошо смывает. Вот, посмотрите, какой коврик. Сколько у меня сегодня тут всего. Ну, это пигменты, конечно, в основном. Хорошо бы перчатки одеть, ну ладно.
Ну, вы знаете, ой, куда полезла? Нет, ацетон, чистый, хотя ацетон. Ну вот я тру, вот тут вот такое розовое пятно, прям вот это вот акварельные капли, то, что, да, разлилось. То есть обычный лак, лак для стемпинга, все хорошо, очень хорошо с него удаляется. Но нет, нет. Давайте попробуем вот такой вот разбавитель. Мгм. Ну вот, так, а ну-ка. А если подождать? Сейчас я еще тоже возьму. Возьму вот так вот. Ну, коврик-то мне важнее, да, чем ацетон. Коврик-то мне важнее. Ну вот, смотрите, вот я прям вижу, что вот я прям, можно сказать, залила коврик ацетоном, да, вот, прям залила. Сейчас вот тут тоже у меня пятнышко. И пятно стало немножко это самое, растворяться. Но нужно, я думаю, прям вот нужно вот так вот прям залить и оставить. Ну, посмотрим. В итоге, ну, полностью, вот сейчас, на сегодняшний день, пока что нет, не убрался этот пигмент полностью, не убрался. Так что вот так вот, девчонки. Вот такая едкая штука, это акварельные капли. То есть акварельные капли, они вот такие вот такой вот там вот едкий пигмент, представляете? Вот, я очень надеюсь, что, в общем, спасибо вам всем. Ядреная вещь, да, действительно очень ядреная вещь. Это акварельные капли. Но я говорю, обычный красный лак, черный лак, не знаю, вот такие пигментированные, очень пигментированные, все отлично с коврика убирается. Пигменты тоже очень легко вычищаются, и, в принципе, этот коврик очень легко стерилизуется, дезинфицируется, ну, именно стерилизуется. Ну, просто протерли, как говорится, и все. Вот, и вам, девчонки, всем огромное спасибо, что поддержали меня в прямом эфире. Я очень надеюсь, что на следующий вторник мы с вами еще встретимся. Также покажу вам еще кое-какие свои новые фишечки. Вот, спасибо вам большое. Все, я всех целую, обнимаю. Все, всем до скорых встреч. Все, пока-пока, девки.